Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем циклы передач, в которых разговариваем с людьми, с экспертами по в различных темах, в различных вопросах. И сегодня нам повезло, у нас на связи Ярослав Романчук, политик, экономист, эксперт. Ярослав, если я не ошибаюсь, по вопросам интеграции стран постсоветского пространства в ЕС. Даже где-то так о вас Это писали. называется большая проблематика, как от централизованной плановой экономики и модели совок Госплан перейти в режим свободного общества и демократии. Вот я бы так вот это характеризовал. Здравствуйте, Ярослав. Давайте мы начнем. Доброго дня. Давайте вот с чего начнем. Скажите, пожалуйста, сейчас совсем недавно состоялся вот на днях съезд демократических сил, представителей демократических сил, который прошел в Литве, и уже давно, в течение нескольких месяцев, очень четко обозначены и штаб Светланы Тихановской НАУ во главе с Павлом Латушко, и чита Цепкало, это вот те, кто был на этом съезде и собрании. Скажите, пожалуйста, Ярослав, входите ли вы в какой-нибудь из вот этих экспертных советов? От Координационного совета до НАУ, может быть, к вам обращался штаб Светланы Тихановской. В общем, как бы вы охарактеризовали свое нахождение в координатах политических сил на данный момент? Знаете, я с 94 года открыто, ясно выражаю свою позицию в отношении того, что происходит в Беларуси. Был в Верховном Совете экономистом по экономической политике и реформе в сюжете, был в одном из первых мозговых центров нашей страны, поэтому моя позиция предельно понятна, и мы открыто 26 лет писали о том, о несовместимости Беларуси с режимом совок Госплан и с Александром Лукашенко, говоря, что это является как раз тем, что дошло до многих белорусов во второй половине 2020 года. Я не входил и не вхожу ни в какие органы, никаких приглашений ни от кого не получал, хотя наши наработки в сфере экономических реформ, они общеизвестны. Я 13 лет возглавлял рабочую группу по написанию национальной платформы бизнеса. У меня 12 книг, целый ряд программных документов, которые только начинают декларировать на работу, которыми члены белорусской оппозиции, находящиеся за рубежом. Поэтому, очевидно, опыт такого рода работы, связи, социальный капитал и знания не востребованы этими структурами. Вы сейчас сказали о том, что, когда сказали про демократические силы, находящиеся за рубежом, вы сейчас находитесь в Минске, в Беларуси. Да, всегда был в Беларуси, здесь живу, работаю уже много-много лет. Ярослав, насколько мне известно, стало совсем недавно, вот мы буквально с вами за минуту до начала переговорили, вы не въездной в Евросоюз, если я правильно понял. История октября 2019 года, когда я вдруг узнал при получении очередной визы в литовском посольстве, что меня включили в список врагов, угроз Европейского Союза или Шенгенской зоны. При этом моя позиция за европейскую интеграцию Беларуси была всегда последовательной, и не было ни одной темы, которая бы как-то противоречила официальной позиции ЕС, Литве, в чем очень много работали в этом направлении. И у меня единственная такая причина была, которую мне тоже намекнули мои друзья-коллеги, что вот за мое критическое отношение к освещению проблемы контрабанды табачных изделий, которое, собственно, недавно, по сути, было очередное подтверждение и европейских авторитетных изданий, и разного рода Европола, что белорусские сигареты поставляются на европейский рынок, понятное дело, не по воздуху, не через Британию, а через, вероятно, соседние наши страны, о чем я открыто написал, сказал, очевидно, за это последовали такие жестокое наказание, чтобы закрыть мне рот, причем никаких объяснений не было, без ничего, без сроков. Среди других стран Европейского Союза претензий нет. Поэтому друзья наши, литовцы, которые имеют сейчас активно работу с Тихановской, помимо тех людей, которые пытали людей, нарушали законы, гуманитарные принципы, стандарты ООН, и простого человеческого достоинства, включили еще Ярослава Романчука, который
вот считаю, что нужно быть честным в экономической политике и признавать в том числе какие-то очевидные вещи. По сути, табачное лобби сделало свое темное дело. Это мы так Это к вопросу о том, насколько эффективны могут быть санкции. Мы не будем говорить там легистами, да, связи белорусских коммерческо-номенклатурных структур с европейскими совершенно очевидны. Вот, и мы по тем людям, которые включены в санкционный список, совершенно четко видим. Туда включили людей, которые не должны там быть, и туда не включили людей, которые имеют все основания попасть именно в этот список. Так что все выборочно, причем, заметьте, ни одного мощнейшего генератора табачных выручки для Беларуси и для людей, которые это крышуют, нету. Поэтому у меня вопросы не только естественные вопросы к белорусскому руководству, но есть гораздо больше вопросов к тем людям, которые декларируют демократию, свободу мнений в основном в Европейском Союзе и в нашей замечательной соседке Литве. Да, вы как раз вот говорите о санкционных списках. Вчера где-то появилась информация о том, что, скажем так, людей, представляющих, как это говорят, кошелек Лукашенко, не включили в санкционные списки. Одного из них Германия за, скажем так, не пропустила в эти списки, заблокировала, а второго Латвия. Это, собственно, вот кого-то Латвия, знаете, кого-то Латвия, кого-то Германия, кого-то Австрия, кого-то Мальта, кого-то Кипр. Друзья, мы же либо мы про ценности, либо мы про коммерческие мелкотравчатые интересы. Вот это то, что как раз и показывает слабость Европейского Союза в отношении даже такого субъекта, как Беларусь, не говоря уже про Россию. Вот, очень здорово, Ярослав, что мы подобрались к той теме, в которой вы чувствуете себя великолепно и прекрасно разбираетесь. Собственно, все дело-то оказывается в экономике и в бизнесе, а не столько в европейских ценностях. Расскажите, пожалуйста, может быть, вам известно, кого не включили в санкционные списки и, на ваш взгляд, почему? То есть каких людей, бизнесменов, связанных с какими производственными структурами там, экономическими в Беларуси? Знаете, вопрос всегда принципа, да, и с одной стороны принципа, с другой стороны вот ценности. Базовый принцип, вернее, ценность Европейского Союза — презумпция невиновности, да, и для того, чтобы включить некого частного предпринимателя в этот список, нужны очень веские основания, которые доказывают, что именно этот человек конкретно давал деньги там, или поддерживал, или получил бонус от государства в случае там, прихватизации. Вот. Такого рода деятельность, например, в отношении отдельных людей в список, и туда попал тот же, например, Шакутин с Амкадором, который 20-30 заводов тянет, является инноватором, сам пострадал, его туда включили. Понятное дело, не просто так. Кто туда его включил? Те люди, которые хотели бы отвлечь внимание от себя. Я бы здесь сказал, вот просто по экономике, да, кто кормит бюджет, какие потоки являются главными для белорусских властей. Да, это санкционка вся, то есть импорт, Белтамошсервис и так далее. Это все те компании, которые доминируют на рынке логистических и транспортных услуг. Давайте назовем Бремена Групп. Это, безусловно, табак, это алкоголь. Это также те компании, которые занимаются вооружением. Так или иначе, они должны быть 100% государственными, иметь статус монополистов и получать ничем не обоснованные бюджетные, кредитные и другие преференции. Вот по этим критериям можно туда включать людей и, конечно же, там, иметь какую-то позицию, связанную там, с ущемлением прав работников данных предприятий. То есть вот это база для того, чтобы рассматривать такого рода санкции, точечные, безусловно, но такого рода нету. Я уже не говорю про санкции, значит, секторальные санкции, о которых вообще речь не идет. Вот, и поэтому вопрос, когда мы знаем, насколько дырявым является такой подход, лучше вам заниматься, потому что, вот как уже сегодня получается, вы знаете, эта инициатива, когда сотен тысяч работников белорусских предприятий заставляют подписывать письмо. Главная причина белорусских бед — объявлены санкции Европейского Союза. Друзья, то, что происходит в белорусской экономике и то, что делают санкции, это абсолютно две разные несовместимые между собой вещи. Но уже белорусские власти говорят, вот они
великолепно научились управлять вот этими санкционными вещами и репутационно пользуются всем для того, чтобы укрепить себя, сбить с толку людей. Поэтому прежде чем предлагать какие-то санкционные вещи и санкционных людей особенно, нужно 20 раз подумать. А этот список был составлен на коленках, непонятно кем, непонятно на каких критериях, и он, на мой взгляд, принес больше вреда нам, демократам, людям, которые борются за свободу, чем, собственно, вредил режим. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд тогда, кто должен был оказаться в этом списке? Да, вот вы говорили там про военную промышленность, санкционка. Я так понимаю, речь идет о тех продуктах, которые через Беларусь переваливаются в Россию, потому что туда очень много всего нельзя доставить. Но когда креветки выращиваются где-то на Полесье, тогда можно это сделать. Посмотрите, в отношении креветок, давайте вот тоже проясним ситуацию, здесь тоже очень много мифов есть, да? Можно во многом обвинять белорусские власти, да? Но поверьте мне, что санкционные схемы, которые реализуют для поставок львиной доли товаров в Россию, это российский схематоз, российские деньги, российские генералы, люди в погонах, российское ОПГ. Белорусы только участвуют в этих схемах там, за 10-15%. Все. То же самое было с нефтепродуктами. Когда говорят, что Россия тут кормит Беларусь в размере там, 120 миллиардов долларов, если хорошо присмотреться к этим схемам, то станет понятным, что опять-таки до 70% прибыли от такого рода схематоза получают не белорусские компании, тем более не белорусский бюджет, а получают российские схематозники. Встраивание Беларуси географически в такого рода схемы для преодоления там, санкций формальных является контрабандным серым бизнесом. Поэтому это никак не схема, которую придумал Лукашенко для того, чтобы там, обрушить или там, поставлять санкционные товары на российский рынок. Он много может внутри страны, но конкурировать с мощнейшими российскими группировками, которые контролируют российский рынок, он точно не может. Это я вам говорю. То же самое в отношении там, с креветками или там, с нефтепродуктами, с любыми другими товарами. В Беларуси, как вот Газпромбанк тоже, да, есть схемы, которые говорит Центральный банк России по выводу капитала из России. Как они делаются? В том числе через российские прокладки на территории Беларуси. Да, на территории Беларуси, но опять-таки это не белорусский схематоз, а безусловно российский. Так, а как вы, я догадываюсь как, но вот просто давайте проговорим, насколько сейчас белорусская экономика зависит от российской? Вот это, я понимаю, конечно, что экономика не может существовать просто в отдельно взятом государстве в нынешнее время, но вот насколько сильная эта зависимость, учитывая все бесконечное кредитование, рефинансирование и вот эти серые схемы и потоки, часть денег все-таки остается в белорусской экономике. Вот насколько сильна эта зависимость? Потому что очень часто сейчас говорят, что вот мы сейчас там прижмем экономический режима не будет денег, и он падет. Но по сути прижимать надо невероятно огромное количество серых схем, которые завязаны на Россию. По моему убеждению, белорусскую экономику не прижать никогда. Вот если бы даже оставить сюжет такой, что белорусский бюджет ноль, да, белорусы сами без государства делали бы продукции товаров где-то на 15-20 миллиардов долларов, сами обеспечили бы себя, сами себя кормили, если бы им никто не мешал, если бы, собственно, еще были благоприятные налоги, то было бы еще лучше. Да? Белорусская экономика в 2020 году это больше 60 миллиардов долларов, плюс теневая экономика еще где-то около 20-ки. Вот, это достаточно серьезные вещи, которые позволяют говорить, что это интересный кусок даже для богатых структур России. И зависимость, она огромная, 100% по энергоресурсам, 100% по разного рода, значит, кредиты раз, доступ на рынок для там, 85% продовольствия 2, разного рода комплектующее сырье, которое поставляется из России. То есть если взять себе, представить, что Россия там даже на 20-25% сократит поставки белорусских товаров, то для нас это будет просто, знаете, как из анекдота, Россия чихнет, а у нас воспаление легких. Вот. Инвестиции тоже.
любые потоки, на которых зарабатывает Беларусь, так или иначе прямо или косвенно связаны с Россией. Поэтому если не брать там калийные удобрения, не брать отдельные группы промышленных товаров и вооружения, хотя вооружение тоже, безусловно, с российской стороной связано, то мы, знаете, как Мексика и США. Это вот там Канада, США. Мы настолько близки, настолько интегрированы, что здесь нужно говорить о том, насколько необходимо снимать те барьеры, которые мешают торговле, а не думать о том, что Беларусь теоретически может выжить одна. Конечно же, она не выживет, но и глупо представить себе страну, малую открытую экономику, которая выживала бы без такого большого соседа, как Россия, там с ВВП под 1,5 триллиона долларов. Но мы почему-то упорно не хотим замечать возможностей, которые создает еще гораздо более богатый, емкий и привлекательный рынок стран Европейского Союза с ВВП под 20 триллионов долларов. И вот понимаете, когда у нас почти половина экспорта товаров идет в Россию, но доля белорусского импорта в экспорте в российском импорте, она была и остается примерно около 5%. Вот что в чем проблема. То есть мы не увеличиваем свою долю, даже несмотря на то, что у нас очень хороший, благоприятный вроде бы торговый режим. Это говорит о том, что нам нечего предложить россиянам, кроме традиционной линейки товаров, и не более того. Мы не пользуемся тем, что Россия, особенно во время бума, богатела, там ВВП рос, а доля Беларуси была и остается мизерной. В общем-то, обратная сторона, совершенно очевидно, да? Недавно были данные по поводу доли импорта в белорусской рознице. Так здесь мы видим неуклонное падение доли белорусских товаров в рознице Беларуси, прежде всего за счет более активной конкуренции со стороны российских товаров российского рынка. Так что такая модель интеграции, она, скажем так, нацелена на то, что мы теряем постепенно позиции не только на российском рынке, но и на белорусском рынке. Это ослабляет наше производство и создает угрозу того, что укрупненные некие структуры, типа госкорпораций, будут очень лакомым куском для большого российского бизнеса, для миллиардеров, которые потом через 2-3 года могут скупить нашу страну, а белорусы будут просто на побегушках. Вот про госкорпорации вы сказали, совсем недавно появилась эта новость о том, что планируется создать госкорпорации. Зачем это делают? Ну, конечно, то, что говорят из телевизора, это для оздоровления экономики, и так надо, поверьте, так будет лучше. А по факту? Знаете, есть одна теоретическая ловушка. Да? В первой половине 20 века богатые страны думали, что укрупнением производства можно позволить развивающимся странам, бедным, расти быстрее и догнать богатые. Да? Эта идея была полностью опровергнута, дискредитирована и коррупцией, и злоупотреблениями, и того, что называется откатами и всеми прочими негативными вещами. Но у нас было пару ученых, в том числе Михаил Владимирович Мясникович, который эту идею финансово-промышленных групп принял близко к сердцу, начал ее везде продвигать. И его идея укрупнения производства, сначала холдинги, концерны, потом эти госкорпорации, сделать из 30 заводов один и каким-то магическим образом это заработает. Как показывает опыт сахара, цемента, стекла, машиностроения, сейчас конфетный бизнес, да, кроме коррупции, злоупотребления и банкротства тех структур, которые не близки руководству данных госкорпораций, это никому пользы не приносит. Это будет очередной распил, и даже сам Головченко, премьер-министр, недавно сказал, когда его спросили относительно того, его отношение к госкорпорациям, сказал, кредит это будет проще получать, когда большой бизнес обращается. Поэтому это все, знаете, все схематоз распорядителей, потребителей чужого. Все это 2-3 года будет работать на вал, на очковтирательство, а потом они скажут, ребята, не получилось, дайте нам еще денег. То есть, но с другой стороны, понимаете, когда есть 1000 предприятий, это нужно договориться с 1000 руководителями, это, собственно, какой-то плюрализм, да? А когда есть 20-30 больших структур,
то с этими структурами, имея вот такую жесткую концентрацию политической власти, проще договориться именно тем олигархам, тем ребятам, которые предложили бы за копейки их скупить, предварительно загнав в долги, как сегодня происходит. Вот одна такая интересная деталь. По итогам 11 месяцев есть такой показатель внешняя дебиторская задолженность. Отгрузили товары и не получили оплаты. Это сумма почти 13 миллиардов рублей. По промышленности рост на 45%, по в целом по экономике под 40%. То есть это схематоз совершенно четкий, когда через торговые дома, через разные прокладки в России белорусские красные директора и номенклатурно-силовые начальники выгоняют, как скажем так, переводят живые деньги из Беларуси на свои или аффилированные с ними структуры в России. Вот так происходит белорусский схематоз, а потом на эти деньги они будут покупать наши активы. История выглядит весьма грустной. Ярослав, прокомментируйте, пожалуйста, вот какой момент. Вчера довелось пообщаться с Валерием Цепкало, и он говорил о том, что сейчас демократические силы все и заняты в экономике тем, что пытаются максимально надавить, как сказал Валерий, на кошельки Лукашенко, при этом сделать так, чтобы экономика в целом в стране сохранилась и не пострадали рабочие на производстве и на заводах. Что вы можете сказать по этому поводу? Возможно ли вообще такое? Знаете, вот если бы Павел Латушко, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, вот я написал даже письмо Тихановской и Латушко с тем, чтобы они исключили из списка одно из предприятий, которое пострадало абсолютно невинно, да. Причем вот по тем критериям, которые они оценивали, можно совершенно четко выйти на формирование другого совершенно списка, да. Что касается экономики, то я в этих трех структурах вообще не вижу экономической мысли, экономической какой-то, знаете, просвещения. Мы недавно я вот по просьбе Анатолия Лебедько представил свое видение блока государства в экономике в новой конституции. Да? И предсказуемо очень многие люди, даже с демократической оппозиции, они делают предложения хуже даже, чем Лукашенко, потому что они воспроизводят вот те социалистические, интервенционистские догмы, которые кардинально как бы неприемлемы для предпринимателей, для производителей, для инвесторов. То есть большая часть белорусской оппозиции, она находится по-прежнему в плену вот такого, знаете, утопического социализма, в котором вот у нас есть агрессивный социалист-большевик Лукашенко, а там много таких европейских социалистов, которые там говорят в категориях зеленый ВВП, там социальное развитие, устойчивое развитие, прочее, прочее. То есть это, как, знаете, на каком-нибудь академическом семинаре можно в этом заниматься, но когда речь идет о том, чтобы ответить на вопрос, что вы предлагаете вместо лукашенковской модели экономики, вот я на этот вопрос отвечаю уже 15 лет конкретными проектами законов, концепциями, проектами, значит, расчетами. Говорю об этом, и это, собственно, нужно интегрировать и говорить. А вместо этого мы видим какие-то непонятные заявления, декларации на уровне вообще школьников или студентов. И это явно обескураживает предпринимателей, бизнесменов и, на самом главное, номенклатуру. Номенклатура – это те люди, которые осторожно анализируют разного рода альтернативы. Если я, например, как член правительственной группы по налоговой реформе, сделал налоговую, бюджетную и пенсионную реформу в одном флаконе. Внимание со стороны органов власти есть, а со стороны оппозиции, вот той, которую вы назвали, просто нет. Я не понимаю, Валерий, при всем уважении к Валерию Цепкало, Павелу Латушко, Тихановской, но они никогда не занимались экономикой. И никогда за экономикой, очевидно, заниматься не будут. Поэтому привлечение авторитетных людей, которым есть что сказать из Беларуси, логично. Но мы видим совершенно другой подход, поэтому, на мой взгляд, это как раз и обескураживает, и ослабляет позицию тех людей, которые выступают за новую демократическую свободную страну. Я здесь с вами не могу не согласиться, но мне кажется, что то, что сейчас проговаривается вот демократическими силами, оно имеет эффект в широких массах, но я так полагаю, что абсолютно не имеет эффект среди, ну, скажем, тех, кто мог бы повлиять на политическую ситуацию изнутри страны, потому что нам часто... Нам нужно...
знаете, нам не нужно эффекта, там, это же не, мы же там не в конкурсе красоты, да, нам нужно видеть реакцию конкретных там номенклатуры, да, Мгм. директоров, которые могут изнутри увидеть и сказать, да, ребята, вот это нам больше нравится. Мы против того, чтобы была национализация, мы против такой налоговой системы, мы против безумств контрольных органов. Мы за то, чтобы приватизация шла в интересах белорусского, значит, белорусов, конкретно в регионах. То есть и те предложения, которые я давным-давно озвучивал, и озвучивал их для всех кандидатов в президенты, я сделал программу еще когда я сам был кандидатом в президенты. И все эти лозунги, все эти тезисы, они остаются валидными для нашей страны. Но почему-то вот создается такое впечатление, что у людей, которые вот вы назвали, они как будто с нуля начинают, с белого листа, привлекая весьма сомнительных по репутации экономистов к помощи интеллектуальной для Беларуси. Ярослав, попрошу вас, не могли бы вы проговорить, может быть, как-то кратко и сжато это возможно сделать, вот основные тезисы экономического, ну, скажем, преобразования, которые, на ваш взгляд, могли бы сработать и привлекли бы внимание номенклатуры, будь они изложены со стороны, ну, вот, демократических сил, о которых мы говорим? Здесь можно разные форматы предлагать. Есть антикризисный план, который я представил в 2011 году для органов власти. Это первый документ, на который пришла мне большая, там, 32-страничная реакция со стороны Совета министров. Есть 13 документов, которые называются «Национальная платформа бизнеса». Есть другие документы, которые, в общем-то, в разном виде представлены. Если есть интерес, я могу бы поделиться с кем угодно, они в открытом доступе есть. В рамках дискуссии мы с коллегами сделали 12 стримов, которые называются «12 шагов к свободе и демократии в Беларуси». Вот они тоже есть в открытом доступе. Мы делаем программы «Народная экономика», на своем кармане и так далее, и так далее. Но, в принципе, если взять так вот кратко, да, что важно для белорусского производителя? Вот есть налоги и их администрирование. Есть регуляторная нагрузка, там, лицензии, разрешения разного рода, проверки и так далее, и так далее. И есть то, что называется транзакционные издержки, связанные с тем, чтобы выполнялись договора. Так вот, по налоговым нагрузкам мы предложили простую, как грабли, но эффективную налоговую систему с 3 налогами, плоские ставки, радикально другая, чем есть в стране, причем с расчетами на конкретные обязательства бюджета Беларуси. Вот. Я даже это сделал для Минфина, для Минэкономики, для Совмина. Вот. Они думают, что с этим делать. Да? Регуляторная нагрузка, она четко была озвучена или там предложения описаны в платформах бизнеса. Но здесь очень важный принцип, да, принцип ответственности продавца, а не государства. Поэтому здесь переход на многие вещи, которые, например, бы резко облегчили бы жизнь предпринимателей ИП малого бизнеса. То есть признание сертификатов, добровольность получения сертификатов, радикальное сокращение лицензионных видов деятельности, переход на безналоговый режим людей с выручкой до $3000 в месяц. Много другое, которое просто вытекает из логики здравого смысла и поддержки самозанятых и вот этого духа предпринимательства в регионах. Что касается транзакционных издержек, то же самое здесь. Белорусский суд – это же не суд, это судилище. Поэтому, опять-таки, переход в режим рассмотрения экономических и хозяйственных споров любыми людьми по согласованию добровольному обеих сторон, что очень важно для малого и среднего бизнеса. Так или иначе, эти предложения были озвучены мною, там, и многие поддержаны были в Украине, в России, еще когда там какая-то надежда была на то, что пойдет другой непутинский вариант там, 2006 года и дальше. Вот. Это логика здравого смысла, это те решения, которые я взял, анализируя феномен экономических чудес. Ирландия, Южная Корея, Китай, Гонконг, Сингапур, Германия после войны, Швеция в первой половине 2020 года. Одна из моих книг так и называется «В поисках экономического чуда», где, собственно, написано, какие рецепты, какие решения приемлемы для Беларуси. Опять-таки, в отношении там, денежно-кредитной политики. Инфляция, девальвация – это убийцы белорусской культуры сбережения, белорусских накоплений, поэтому я выступаю за мультивалютность, за конкуренцию валют, в том числе легализацию всех платежных
электронных ресурсов, которые сейчас вот известны там под общим названием биткоин. Вот. Мгм. Это не традиционное решение, но опять-таки я не исхожу из некого пуританского академического принципа, я исхожу из того, что я вижу в реальной нашей стране, а по факту 80% белорусов давным-давно перешли на народную валюту в виде американского доллара. И если белорусский рубль имеет шансы, то давайте мы поставим его в режим конкуренции, и пусть конкурирует. Решения простые, как грабли, понимаете, в чем их и прелесть, что я всегда думаю о том, как помочь обыкновенному человеку-предпринимателю, а не как думать о том, как, вот, например, там, поддержать некие там стратегические направления развития страны, которые чиновники на коленках делают, да, Мгм. как там накормить ОМОН или огромную армию силовиков. Это совершенно другие задачи и цели. И когда вы переходите в режим выгодополучателя под названием потребитель, обыкновенный человек, у вас совершенно другие решения создаются. Спасибо, Ярослав. Это вообще очень здорово, что все это мы проговариваем и надеемся, что это далеко не последний наш разговор с вами. Я сейчас хотел бы немножко повернуть разговор в более приземленную плоскость, скажем так, туда, где сейчас очень много вопросов, и, наверное, может быть, вы дадите какой-то свой комментарий по поводу того, что постоянно педалируется тема о том, что только забастовка может остановить режим и лишить его денег. При этом делается акцент на самые крупные предприятия от Беларусь-Калий, МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, нефтяные, все вот эти дела в Мозыре и в Новополоцке. На ваш взгляд, вообще возможно ли забастовка? Это вопрос, наверное, не столько экономический, сколько социальный какой-то, из социальной сферы и психологической. Возможно ли забастовка? Сколько она должна длиться? Какие должны быть масштабы для того, чтобы это действительно повлияло на режим в том ключе, о котором заявляют и говорят демократические силы? Короткий ответ – невозможно. Невозможно по разным причинам. Прежде всего, по тому уровню осведомленности, информированности, экономического грамотности самих работников, управляющих данных предприятий, а также смотрящих за этими предприятиями. Знаете, я с трудом представляю себе режим, когда бы белорусским гигантам не заплатили заработную плату, когда денежный печатный станок под рукой, когда из того анекдота, да, там, после подорожания водки сынок говорит папе, что он не будет пить. Да? Вы знаете, это анекдот совершенно четко. Это как раз про Беларусь. И как показывает практика, вот, в любых условиях количество государственных программ, количество трансфертов в пользу данных предприятий, оно всегда будет таким, чтобы белорусские работники получали заработную плату. Поэтому власть это четко все представляет. Лукашенко это знает по началу 90-х годов, когда у нас были реальные забастовки, и тогда власти пошли на уступки. Поэтому здесь принят другой подход. Власти будут постепенно сокращать занятость, как это, например, было в Интеграле, Горизонте, там, десятках других предприятий, которые постепенно там, из предприятий с занятостью 10 тысяч превратились в предприятия 1500-2 тысячи, а того и меньше. Вот, и потом они будут либо переданы в доверительное управление, вот, либо еще какие-то схемы были сделаны, когда вот, опять-таки, другая аналогия с той лягушкой у нас, которую не шоком там в кипяток бросают, а постепенно нагревают воду. Поэтому здесь власти знают опасность пролетариата, но белорусский пролетариат, он прикормлен, он как бы не, он в цепях, но он как бы не сказать, что он голодает. Поэтому здесь забастовка для этих работников, да, для них же нету там ценность свобода или ценность отсутствия насилия, которое вывело на улицы белорусских городов сотни тысяч людей в 2020 году, он не является таким большим приоритетом, когда он как бы это сравнивает с приоритетом накормить свою семью, поехать на дачу, на рыбалку, еще куда-нибудь. Вот. А тех людей, которые мы видим увольняют,
вот, они не присоединяются к протестному движениям, они становятся гастарбайтерами либо на Востоке, либо на Западе, что, опять-таки, поэтому где-то около 700 тысяч до миллиона белорусов в разные годы работало за пределами страны, и многие из тех, которые сегодня протестуют и не могут найти работу здесь, скорее всего, после снятия локдауна тоже туда переедут. Поэтому в отсутствии, знаете, вот у нас нету Валенсии, у нас нету солидарности, поэтому организационно мы не можем консолидировать белорусский пролетариат на некие такие действия. У нас нет голода, нет остановки предприятий, потому что предприятия работают и на склад, и нас заставляют потребителей переплачивать за товары где-то в среднем на одно домашнее хозяйство до $600. Это та цена, которую мы платим за поддержку белорусского именно производителя, вот этого государственного. И, наконец, у нас всегда есть возможность обложить всех инфляционным налогом для того, чтобы потом эти предприятия получили льготные кредиты, условно, по 2% в рублях на 20 лет, а мы за это все заплатим более высокими тарифами на ЖКХ, более высокими товарами на лекарства, детские товары, продовольствие. Вот, и так схема эта работает. До тех пор, пока не будет некого явного вот такого, знаете, вспышки неэкономического характера, да, то есть вот это вот убийства, издевательства, пытки, унижение достоинства массового. Вот. Я думаю, что не будем недооценивать белорусские власти, они тоже научились и увидели свои ошибки августа, сентября, октября. Вот. Они, к сожалению, сделали выводы не такие, как нам бы хотелось, не выводы направлены на диалог, но с точки зрения именно отслеживания всех этих вопросов, связанных с тем, чтобы кормить пролетариат, они сделали. И вот, наконец, последний тезис. Пролетариат и гражданское общество, и многие другие там предприниматели, средний класс, там, скажем так, 26 лет, 25 лет, они не участвовали в политике, не интересовались политикой. И тут, понимаете, вот когда вдруг стало очевидным, что Беларусь это диктатура, да, нету прав человека, нету судов, нету вообще базовых требований инфраструктуры для охраны человека, они вдруг думали, что там в режиме 1, 2, 3 месяца можно это изменить. Не получится, не получилось, и поэтому единственный, на мой взгляд, правильный модель поведения – это скрупулезная информационно-разъяснительная работа, а также выстраивание горизонтальных связей между людьми, чтобы реально на нашей стороне было 5 миллионов, 6 миллионов людей из Беларуси. Там 4 это минимум. Да? Это делать нужно, знаете, если на вашем канале будет там 3 миллиона подписчиков, сотни тысяч комментариев, если белорусские блогеры, белорусские авторы, белорусские аналитики, экономисты будут главными, а не при всем уважении там, к российским аналитикам, да, то это, конечно, вот будет способом осознания того, что мы созрели к новому национальному свободному государству. Пока мы находимся на этом пути, поэтому здесь, как бы так знаете, срезание углов невозможно. Да? И здесь нужно готовиться к такой, знаете, затяжной кампании и готовиться к тому моменту, когда и номенклатура, и директорат, и те люди, которые будут выгодополучателями свободы, да, начнут консолидироваться с нами. Это не произойдет одномоментно, но опять к моменту, когда вот они спрашивают, что вы предлагаете? Нужно четко им говорить, что мы предлагаем, чтобы они видели свою выгоду. Если же будут говорить только все вокруг Лукашенко, Лукашенко такой, Лукашенко сякой, ну да, мы в этом, собственно, не сомневаемся уже, это очевидно. Но это очевидно было для нас, для меня было 25 лет назад, да, что это так. Люди да, много созрели. да, понимаете, и поэтому, когда вот я слышу там даже от многих участников событий 2020 года, что они себе обнаружили, что оказывается у нас нету подсчета голосов, у нас никто их не считает, у нас за людей не считают людей, которые имеют свою точку зрения. Хорошо, ребята, проснулись, что дальше? А дальше вперед работать на информационно-аналитическом просветительском поле. Альтернативы, к сожалению, нет. Я услышал ваш тезис, ваше мнение и позицию, но не могу не спросить. Если вы говорите, что нет альтернативы, кроме как просвещение и информационная работа. С одной стороны, это радует, мы этим сейчас занимаемся, как мне кажется. Вот да, может,
На ваш взгляд, вот сейчас говорится о том, что весной ожидается, люди хотят, готовы, об этом говорят во дворах, в районах, ожидается очередная волна, всплеск протеста. Как вам кажется, произойдет ли это, и если да, то что будет тому причиной? Ну, я не специалист по массовым выступлениям, по улице, по организации революции. Это не мой формат, я здесь не профессионал. Поэтому я пока не вижу тех оснований, которые могли бы вывести сотни тысяч людей на улицу. Вот не вижу. Потому что есть способы как бы управлять этими гневом, рисками. Есть мощнейшая система порабощения, подавления. Причем, заметьте, Россия идет тем же путем. Запад занят своими проблемами, заявлениями о гневе и так далее, понятное дело, проблему не решишь. Поэтому я думаю, что какой-то режим диалога будет все-таки воспроизведен, он введет в заблуждение остальных. И экономика, да, экономика может влиять на состояние людей, причем экономика, вот когда я говорю, когда мы видим в 2020 году рост госдолга на 30%, рост убытков в 5 раз, резкое ухудшение финансового состояния предприятий. Самое время быть благожелательными и готовиться к тому, что условия для круглого стола, для переговоров созреют. Что я не специалист по революциям, знаете, я не вижу пока своего Ленина условного, который бы там приехал в условно запечатанном немецком или польском, литовском вагоне и сделал нам там свой 21 год. Я не знаю, я опять-таки не могу тут ничего комментировать. Но зная людей, белорусов, настроение бизнеса, предпринимателей, вот, я не вижу тех катализаторов, которые могли бы вот просто всколыхнуть и в марте-апреле привести к радикальному изменению ситуации. Возможно, 25 мая день воли. Возможно, 26 апреля Чернобыльский шляп. Возможно, 1 мая день трудящихся. Я не знаю, какие события, понимаете, мы тоже, если бы мы с вами разговаривали в апреле 2020 года, никто бы из нас, наверное, не мог бы предположить, что события в Беларуси будут именно вот такие. Но для того, чтобы был успех революции, да, нужны целый ряд факторов, в том числе вот те факторы, о которых озвучивал Андрей Николаевич Илларионов, говоря о том, что в условиях сильного режима готовности применять насилие массово, мирные протесты обречены на провал. Как ни печально это признавать, но это факт, который основывается на анализе там, десятков случаев подобных 250 событий. 250 с чем-то случаев. Я знаю, о чем вы говорите. Да, я про это и говорю. Понятно. Ярослав, большое вам спасибо за то, что уделили нам время. И мы надеемся, что это только начало наших, как вы правильно сказали, образовательных, разъяснительных, информационных выпусков. Спасибо вам большое. Формирование большинства во имя свободы и демократии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.